После выхода ролика про бесплатные органайзеры я получила кучу писем и комментариев о том, как же я снимаю эти злосчастные наклейки и этикетки с баночек и контейнеров. Я так понимаю, тема актуальна для многих, поэтому решила сделать отдельное видео и показать вам все способы, благодаря которым это получится легко и быстро. Переходим к нашим наклейкам. Первое, на что я хочу обратить внимание, это то, что клей, которым они приклеены, бывает разный, и, соответственно, каждый по-разному удаляется. Проще всего с водорастворимым клеем, который используется для многих стеклянных банок. Вот, например, та, про которую все и спрашивали. Большая золотистая этикетка здесь бумажная, и чтобы ее легко снять, нужно просто замочить банку в воде. Чем теплее вода, тем быстрее отойдет наклейка. А если не хочется долго ждать, то можно предварительно сорвать верхний слой и все, что легко отрывается, и процесс пойдет быстрее. А если у вас есть посудомойка, то помойте в ней банку в горячей воде, чтобы этикетка там хорошо промокла. А вот если наклейка из пленки или клей не растворяется водой, то, возможно, придется повозиться. Для начала нужно ее очень хорошо нагреть с помощью фена. Вообще, самоклеящиеся крючки, двусторонний скотч, все, что на липкой основе, перед тем, как снимать, лучше нагреть. Клей становится мягким, текучим, и многие наклейки и крючки таким образом легко снимаются, не оставляя следов. Чем горячее, тем лучше, но имейте в виду, что тонкий пластик может расплавиться и погнуться, поэтому здесь надо быть осторожным. В таких случаях можно пойти от обратного – заморозить или хотя бы приложить что-нибудь замороженное к наклейке. Это тоже, возможно, поможет убрать ее совсем без остатка. Но самые стойкие могут оторваться не полностью или оставить после себя липкий след. Его легче всего удалить с помощью любого растворителя. Я для этого использую обычную жидкость для снятия лака. Мне кажется, ее вполне достаточно. На стеклянных банках этот способ можно использовать смело. Но вот если поверхность лакированная или окрашенная, то растворитель может растворить и покрытие. А пластик иногда может помутнеть, если он прозрачный, или стать немного шероховатым. Поэтому, если вы снимаете этикетку с какой-нибудь упаковки, которую не жалко, то можете попробовать растворитель. А если это только что купленный новенький контейнер, то, чтобы не рисковать, попробуйте другой способ. Оттереть остатки клея можно еще с помощью любого масла, например, обычного растительного, которое есть у всех дома. Свежий след снимается достаточно легко. Если тяжело поддается, то нужно нанести побольше масла и оставить на некоторое время. Потом еще нужно будет смыть это масло любым моющим средством. Этот способ может показаться более трудозатратным, но уж точно не повредит поверхность. А бывает даже и так, что способ с маслом работает лучше даже, чем с растворителем. Это были самые простые и доступные способы. Горячая вода, масло и жидкость для снятия лака, я думаю, найдется всегда. Благодаря им в 90% случаев наклейки и следы от них удаляются без проблем. Но если эти варианты не сработали или по каким-то причинам не подошли, то можно воспользоваться другими альтернативными методами. Специальные средства для удаления следов от скотча и наклеек, например, вот такой спрей антиклей, можно купить в Ашане, Леруа Мерлен, строительных и автомагазинах. Средства антижир для чистки духовок и грилей, они тоже способны растворять клей. Если вы пользуетесь МВФским средством для воротничков и выведения жирных пятен, то можете воспользоваться им и для следов от клея. Также можно взять какое-нибудь дешевое эфирное масло, которое вам не подошло и валяется без дела. Конечно, хорошие качественные масла слишком дорогие, чтобы их расходовать на наклейки и тем более покупать специально для таких целей. Но если у вас уже есть, где-то, может, завалялись остатки, то можно попробовать их применить таким образом. Чтобы снять следы клея, можно взять и ВД-40, но это может подойти для того, чтобы убрать следы скотча, например, на окнах, и потом сразу проветрить помещение от этого запаха. А для контейнеров, где будут храниться продукты питания, лучше это не использовать. И еще можно попробовать спирт. Он имеет слабое действие, конечно, но иногда и его вполне достаточно. В общем, для начала выбирайте из того, что у вас найдется дома. Если вы снимаете этикетки по-другому, напишите, пожалуйста, в комментариях свой способ. Я и все зрители, мы все вам будем очень благодарны. Надеюсь, было полезно. До встречи в следующих видео. Пока!